Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я вам предлагаю таро-прогноз на ближайший месяц. Сегодня у нас праздник Хэллоуина. И мы посмотрим таро-прогноз для всех знаков зодиака. Будем использовать карты темных сил, но при этом постараемся посмотреть прогноз в позитивном ключе. И посмотрим онлайн-гадания на картах Таро для мужчин и для женщин. Какие позитивные перемены или какие перемены по судьбе или перемены к лучшему сбудутся в ближайшем будущем, или что ждет и что произойдет вас совсем скоро. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы начнем. Знаки зодиака у нас будут сегодня хаотично. И давайте я пересчитаю. 3, 3, 3 и 3. И начнем с первого знака. И первый прогноз у нас будет для близнецов. Близнецы, настройтесь. Будем где-то минуток по 3 минутки. Где-то так. И давайте посмотрим, что ждет. Отшельник. Ну, смотрите, сейчас вы, возможно, так в гордом одиночестве, может быть, як кажуть, усамітнились, ну, а может, просто отстранились от всех, да, или нуждаетесь в покое. Но, возможно, вас кто-то и оставит в покое, особенно если вас кто-то преследует, да. Дальше смотрим. Да, есть у вас либо человек, особенно мужчина, либо какая-то сила, либо какая-то опасность, которая вас преследует и не дает вам покоя. Вот эта вот опасность, эта сила, этот человек, он будет от вас отстраняться, вы будете от него отдаляться. Да, и смотрите, есть человек, опасность, или, может быть, какие-то силы, которые вас не отпускают, пугают и удерживают вас, возможно, в каком-то ограниченном либо пространстве, либо в ограниченных возможностях. Так вот, у вас получится отсоединиться от этих сил, отойти в сторону, избежать их и избежать каких-то рискованных действий, последствий, шагов, которые связаны с опасностью и большими рисками. Также какая-то, может быть, вот кто болеет, или страдает энергетиками негативными, тот избавиться или начнет избавляться от вот этой энергии или от недуга какого-то, да, у вас будет запущен процесс выздоровления. Но вам нужно решиться на это. Это решительное действие, а это где-то на грани риска. Поэтому смотрите, близнецы, следующий месяц, неважно, когда вы нашли это видео, ноябрь месяц или следующий месяц, будет для вас прорывным месяцем в освобождении от негатива, от преследователей, от плохих людей и в решении вопроса, связанного с выздоровлением и началом набора энергии. Также, если вы долго ждали какой-то, может быть, документ или разрешительную бумагу, она у вас появится, вы ее получите и сможете благодаря этому свободно и легко двигаться вперед. Вот такой, я надеюсь, для вас это позитивный прогноз. Если Водолей, Водолей, близнецы, извините. Если близнецы, для вас этот прогноз действительно классный, позитивный, обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Следующий расклад у нас будет для знака зодиака. Водолеев чувствовал в близнецах несколько раз. Водолея попросил: приди ко мне, Водолей. Вот он. Давайте, Водолей. Давайте посмотрим. Первая карта, которая вам открывается. Карты сегодня повторяться не будут. Давно мы такие расклады с вами не делали, да? 8 кубков. Опять кто-то уходит. Кто-то должен уйти от вас. Но смотрите, следующий месяц – это месяц перехода, ухода, освобождения, отпускания. Может быть, это вы, а может быть, это человек, который должен уйти от вас. Да? Так, вторая карта. 5 жезлов. Должен уйти человек. Или вы должны уйти. Человек, с которым у вас есть конфликты. Возможно, скорее всего, это уходит человек, с которым у вас конфликт. Но, может быть, вы покинете то место, где вы конфликтовали.
или постоянно спорили, обижались или не могли договориться. Возможно, вы уйдете из какого-то токсичного сообщества и покинете какой-то спорный вопрос. Тоже хорошая комбинация. Ну и 4 жезла. Смотрите, тут такая интересная комбинация у вас. Возможно, вас ждет сперва сильный конфликт в семье, а потом примирение. Возможно, вы очень сильно поссоритесь с человеком, с каким-то, а потом помиритесь. Ну, а возможно, вы уйдете от энергии и влияния сил, которые оказывают негативное настроение на вас и на вашего партнера, особенно если в вашей семье не ладится. По сути, если упростить, то ноябрь месяц или следующий месяц, который вы смотрите вне зависимости от просмотра этого видео, для вас это месяц примирения, отпускания человека и ухода от человека, который для вас токсичен, и ухода из коллектива, и ухода от тех энергий, которые разрушают и вносят в вашу семью дисбаланс. Ну, тоже неплохой такой себе прогноз. И если вам, Водолеи, этот прогноз подходит, то не скупитесь на комментарий под этим видео. Расклад номер 3. И следующий знак у нас, это у нас Козероги. Козероги, приготовьтесь. Да, Козероги, точно. Итак, следующий месяц. Первая карта. Первая карта тройка мечей. Что-то связано с болью. Вот смотрите, обратите внимание на то, что у вас болит сейчас. Возможно, вам придется что-то разрывать. Возможно, придется, наоборот, сшивать что-то. Возможно, что-то придется отпускать. И, возможно, это связано и с какими-то болезнями в том числе. Ну, например, это операции какие-то, да, или это проверки. Особенно сердце. Это карта сердечная. Это чисто сердечная карта. Поэтому, смотрите, пока что нужно понять, что сейчас у вас болит. Вы знаете, вы не знаете, что с этим делать. Вы пока даже и не знаете о том, что можно будет или нужно будет разорвать, и о том, что болит. Хорошо. И смотрите, здесь 5. Иерофант, вам в следующем месяце нужно будет советоваться, консультироваться у человека по поводу вашей боли. Возможно, это доктор, возможно, это психолог, может быть, психиатр, может быть, это энерготерапевт, может быть, это мастер по настройке ваших энергетик, ну, а может быть, это мастер по настройке чего-то, что ломается в технике. Ну, мечи – это технический знак. Поэтому она больше не к материальному миру, но она к миру интеллекта. Поэтому это техника часто. Поэтому смотрите, здесь у вас такая ситуация, что вы пока, то, что я вам прогнозирую, оно пока не очевидно для вас. Но может дает о себе знать. Ну, например, барахлит машина, побаливает сердце. Или вы нервничаете по какому-то вопросу. Не знаете, что с этим делать. Оно как бы не очевидно. Вы еще не приняли никакое решение. Вот давайте откроем дальше. Ну, король Пентаклей. Здесь, конечно же, это часто это мужчина. Поэтому вот Козероги, у вас может болеть в следующем месяце мужской вопрос. Но также это и здоровье ваше. Поэтому обратите внимание на свое здоровье. То есть ваш следующий месяц, он должен пройти под лозунгом «Я начинаю обращать внимание на свои болевые моменты». То есть боль – это не всегда плохо. Боль – это иногда хорошо, когда организм сигналит, что что-то не так. Обрати на меня внимание. Ну и, возможно, будет какая-то очень сложная ситуация с мужчиной, особенно если он телец, если он дева, если он Козерог в том числе. Может быть сложный, болезненный финансовый вопрос, который вам предстоит решить, скорее всего. Знаете как, по этому прогнозу трудно сказать, как вы его решите. Но будем надеяться, что по королю Пентаклей вы его решите для себя позитивно. Если вы не знаете, кто вам может помочь,
то ориентируйтесь на мужчину. Это все карты мужские, особенно на короля пентаклей, особенно если мужчина телец, чистый знак тельца. Ну, также это может быть мужчина и козерог, и дева. Ну, в принципе, для козерогов козерог подходит, да. Дева, в принципе, тоже более-менее знак. И, ну, и телец тоже. Все земные знаки между собой более-менее как-то они находят общий язык, практика показала. Поэтому еще раз, козероги, обратите внимание на здоровье, болевые симптомы, о которых вы как бы не знаете, что с ними делать. Финансовый вопрос будет решаться, болезненные отношения с мужчиной и здоровье. Ну, вот так. Следующий знак зодиака, давайте посмотрим. Это стрелец. Стрельцы, приготовьтесь, пожалуйста. И давайте посмотрим, что у стрельцов. Что у стрельцов. О, что-то хорошее. Это семья, прежде всего. Это родственники. Ну, это может быть наследство. Это мама, папа, дедушка, бабушка. Что-то связано с этим. С детьми, может быть, что-то связано. Ох, тут перевернута карта. Давайте немножко ее спрячем. Король мечей. Будет решен вопрос по поводу мужчины. Это решение вопроса, король мечей. Особенно если мужчина государственный служащий, военный, все, что связано с юриспруденцией, занимающийся интеллектуальной работой, водолей, чистый водолей, близнец или весы. Давайте посмотрим, как будет решаться. Рыцарь жезлов. Вы знаете, здесь такой вот как будто бы... Вот есть у вас какой-то родственник, скорее всего, он или воздушный, или огненный. И он вам досаждает, навязывает свои права, свои правила, свои, может быть, какие-то свои претензии. Ставит вам какие-то задачи сложные, невыполнимые, или они вам не подходят, эти задачи. Так вот, мужчина, который, ну давайте так скажем, вас доставал своими какими-то целями и задачами, он будет отдаляться от вас. И влияние этого мужчины на вас будет уменьшаться. Ну и кто-то из родственников должен покинуть вашу семью. Уехать, отдалиться. Ну или просто переехать куда-то далеко. То есть из вашей семьи кто-то должен уехать, уйти или отдалиться от вас. Ну, хорошо это или плохо. Не знаю, решать вам. Король мечей часто говорит о чем-то напрягающем и о чем-то не очень хорошем. Но, возможно, у какого-то из ваших родственников будет не только важная поездка, но и еще и решение вопросов на ножах и решение вопросов со здоровьем, потому что мечи и рыцарь жезлов – это часто о медицине в том числе. Поэтому, ну, смотрите, в вашей семье кто-то из мужчин, скорее всего, будет отдаляться. Влияние токсичного мужчины на вас будет уменьшаться. Ну, и кто-то из мужчин, возможно, будет решать проблемы со здоровьем либо за рубежом, либо путем оперирования. И оператор или мастер, хирург будет тоже мужчина. Поэтому, если вы смотрите на какие-то операции за рубежом, то лучше, ну или за пределами вашего государства, ну, лучше, если это будет все-таки мужчина. Вот такой вот месседж. Движемся дальше, друзья. Давайте следующий знак зодиака у нас будет Овен. Баранчики. Баранчики, шоны, приготовьтесь. Давайте посмотрим, что вас ждет в следующем месяце. Что вас ждет в следующем месяце. Еще раз хочу к Козерогу вернуться. Еще. Козероги, возможно, тоже такой вариант. Вас может ждать заключение сделки за пределами того государства, в котором вы находитесь. То есть где-то за границей что-то можете приобрести. Итак, овны. Овны. Ну, здесь получается, с одной стороны, страшный суд, какие-то серьезные перемены. Но перемены идут к лучшему у вас.
То есть что-то проясняется, вы выходите из какой-то серьезной трансформации, но эта серьезная трансформация у вас связана с прошлым, с тем человеком, скорее всего, с мужчиной, по отношению к которому у вас есть тоска, что-то не отпущенное. И вот это может быть, если вы мужчина и с отношениями с женщинами, да, у вас может быть по отношению к женщине. То есть у вас, знаете, как будто бы Овны вас попустит по поводу мужчины или женщины, по отношению к которому вы не можете что-то отпустить. Может быть, может, чувства какие-то. То есть у вас произойдет, вот образно говоря, отвязка на уровне отжига. У вас начнется что-то новое, но без вот этой вот болезненной привязки вас к человеку, к партнеру, скорее всего, мужчине или к женщине. Женщина здесь, скорее всего, водные стихии, а мужчина, скорее всего, огненной стихии. Но также, если вы хотите именно очиститься от привязки, от тоски, от каких-то негативных энергий, которые связаны с вот именно с эмоциональной привязкой. Вот следующий месяц у вас именно вот будет очень позитивный, очень эффективный и результативный, главное. То есть вы очистите свое пространство, может быть, даже от какого-то чувства вины, от обиды человека, либо от вашей обиды, либо от вашей вины, либо от человека по отношению к вам. Поэтому здесь прекрасный расклад именно у овнов на избавление негативных энергий и выхода из темной полосы в светлую, но от всего, что связано с эмоциональной какой-то, да, привязкой. Ну, может быть, это и отношения. Например, отпускание, наконец-то, многолетней какой-то проблемы, связанной вот с энергиями и с мужчиной и женщиной в паре в отношениях. Ну, неплохо. А также будет, возможно, закрыта какая-то негативная родовая программа, особенно по линии отца. И запущен новый сценарий, где негативных эмоциональных привязок у вас, скорее всего, уже наблюдаться не будет. Хорошо, давайте следующий тогда расклад. Следующий знак зодиака. Следующий знак зодиака – раки. Давайте посмотрим раки, что ждет, что произойдет в следующем месяце. Смотрите, на работе у вас произойдет работа, обучение, вот оно, тройка пентаклей, работа, обучение. А здесь тревоги есть. Так вот, то, что вас тревожит на работе, то, что вас тревожит в обучении, оно никуда не денется. То есть, по сути, у вас не получится избежать в работе и в обучении того, что вас беспокоит. И, скорее всего, вам просто придется подстраиваться под руководство, под учителей. То есть вам нужно будет выполнять сложные задачи, сложные какие-то поручения, задачи, испытания, может быть, да, по пажу мечей иногда испытания идут. И, возможно, следующий месяц – это период, когда вам самостоятельно придется решать те вопросы, которые вы обычно решаете в коллективе, или задачи, которые распределены на коллектив, могут концентрироваться на вас. Поэтому следующий месяц – это период, когда вам придется решать много задач самостоятельно, принимать на себя ответственность, и при этом эти задачи не всегда будут идти, формироваться вами, а еще будет кто-то вас нагружать. И этих задач будет много. Сколько этих задач может быть? От 3 задач до 5, до 2. До 5, извините. Тройка и двойка – это 5. То есть 2, 3, 5. Вот в среднем 3 задачи важных вам нужно будет решить. Поэтому, смотрите, на работе и в обучении от вас ничего не зависит. Вам придется брать на себя всю ответственность и решать те задачи,
в том объеме, который обычно решает не один человек, а несколько. Месяц в целом может быть тревожный, но каких-то изменений глобальных он не несет. Страшный ли он? Нет, скорее всего, тревожный, и вам просто нужно будет суетиться, чтобы успевать сделать те задачи, которые делает обычно не один человек, а все это сваливается на вас. Ну, вот такой вот рак, да, то есть вам придется попотеть, попыхтеть и успеть сделать то, что обычно успевает сделать сразу несколько человек. То есть вы будете таким мастером на все руки. Следующий знак зодиака Лев. Давайте смотреть, настраивайтесь на свои энергетики, львы. Но смотрите, здесь либо все зависит от вашей смекалки и вашего не пророчества, а вашего провидничества, вашей прозорливости. Вот прозорливость. Смотрите, у вас высокий риск стать жертвой. У вас риск стать жертвой обманщика, афериста, предателя или человека, который может вас использовать. Причем использовать настолько искусно, что вы во все это поверите. Но если вы знаете, что такой человек в вашем окружении присутствует, то, возможно, этот человек, который вас предал, обманул, вы станете свидетелем, как этот человек попадет в какую-то ловушку или ему прилетит бумеранг. Поэтому здесь нужно ориентироваться по вашей ситуации. Если у вас такого человека нет в окружении, которому бы должен прилететь бумеранг, тогда вы, скорее всего, рискуете стать жертвой какой-то, давайте скажем, чего-то нехорошего или аферы. И вам нужно будет просто быть внимательным, чтобы не угодить в эту ловушку. Поэтому в течение следующего месяца как говорится, не попадайте, или не общайтесь, может быть, да, с такими людьми, которых вы, может быть, потенциально чувствуете, что эти люди не являются вы им не доверяете. Да? То есть не общайтесь с непроверенными людьми или людьми, которых вы не знаете. Вот так. А если у вас есть враг, то вы увидите, поинтересуйтесь, как он там поживает. Возможно, в следующий месяц вы узнаете что-то интересное до мельчайших подробностей, как человек, который вам причинил боль, страдания, обман, ложь, попал в какой-то очень не очень приятную ситуацию. Да? По сути, с двух сторон вы можете посмотреть либо на судьбу вашего обидчика, либо сами стать жертвой. Поэтому львы редко становятся жертвами, хотя иногда даже львы становятся жертвами. Да? Следующий расклад. Расклад для скорпионов. Давайте посмотрим, скорпионы, что ждет, что произойдет в ближайшем месяце. Вы куда-то или отправитесь в какое-то путешествие, или вас ждет приумножение финансов в том числе. Может быть, поедете, отправитесь на заработки. Ваша инвестиция может сработать и принести прибыль. Вообще-то вас ждет проявление магии, и, возможно, в магию вы инвестируете немного денег, но в перспективе оно вам принесет успех. Ваши отношения, скорпионы, с мужчиной сдвинутся с мертвой точки. Вот мертвая точка, вот движение, вот мужчина. Магия в вашей жизни поможет вам начать движение с финансовым каналом, в отношениях, и вообще перезагрузить матрицу судьбы. Очень много, видите, здесь месседжей идет. Также вы встретитесь с каким-то мастером, скорее всего, это мужчина, все карты мужские. И в жизни мужчины произойдет магия, и участвовать в ней будет мужчина. И в жизни женщины может тоже произойти магия, и главным в этой магии будет мужчина. Такой месседж для скорпионов, друзья. А нам ничего не остается, как дальше посмотреть прогноз для рыб.
Давайте посмотрим, рыбки, что вас ждет. Что ждет рыбок? Что ждет рыбок? У вас очень хороший месяц, рыбы. Смотрите. Во-первых, вы имеете все шансы ощутить счастье, то есть быть счастливым человеком. И это счастье вы имеете шанс разделить на двоих. И этим счастьем может быть любовь, чувство, новые знакомства, новое партнерство, открытие чувств. Возможно, вам кто-то признается в своих чувствах. Возможно, признаетесь вы. Скорее всего, это, конечно, ваша карта. И это неплохой месяц для того, чтобы открыть свои чувства. Ну и, возможно, вы найдете такого человека, который либо поможет вам открыть чувства один другому, открыть двери к счастью, может быть, вручить вам в руки ключик от дверей, где есть счастье. Это посредник. Возможно, это вы, возможно, это ваш партнер или само счастье, или двери к счастью. Ну и, по сути, рыбы, вы испытаете счастье, которое связано с распределением финансового канала, с нормализацией финансового канала, улучшением финансового канала, стабилизацией финансового канала, а также открытие чувств, скорее всего, ваших кому-то, но я не исключаю, что вы найдете того человека, который откроет чувства для вас. Ну, вот такой вот прогноз для рыб. И если вам такой прогноз рыбы подходит, то похлопайте жабрами в комментарии под настоящим видео. Следующий прогноз для тельцов. Тельцы, приготовьтесь. Давайте посмотрим, что месяц грядущий вам готовит. Ну что, друзья, здесь должно что-то прекратиться в вашей семье. И я буду категоричен. В вашей семье что-то связано с мужчиной. Вот мужчина. Вот прекращение. А вот счастье. Так вот, здесь два варианта. Если вы сейчас несчастливы в отношениях с мужчиной, то это прекратится. Но если вы сейчас счастливы в отношениях с мужчиной, то это тоже может прекратиться. Причиной прекращения здесь жесткость. Это очень жесткая карта десятка мечей, но и император сам по себе очень жесткий. Также причиной прекращения могут быть ножи, могут быть мечи, вилки, все острое и власть. Поэтому по-другому я эти карты никак не могу толковать. 20, две десятки, одна из них 10, это 20, это страшный суд. Поэтому будет революционная, радикальная перемена по отношению к мужчине. Возможно, вы посмотрите на отношения как мужчина с другой стороны. Возможно, как женщина увидите в своем партнере что-то другое. И это вас заставит вот просто пересмотреть отношения. Поэтому тельцы, телочки, да, мужчины и женщины, следующий месяц – это месяц кардинального пересмотра отношений и отношений по отношению к мужчине или взгляда на мужчину. Ну, взгляда не только мужчины, но и мужчины на семью в том числе, на детей в том числе. То есть у вас поменяется точка зрения, и такой, какая она была, она не будет больше. Учитывая то, что здесь есть счастье, а здесь десятка мечей, это чувство, это мысль, может быть, у вас просто терпение лопнет, и вы захотите, например, поговорить по душам со своим мужчиной или женщиной. Ну, или просто вы поймете, что с этим человеком вы не можете больше так, и вам надо что-то менять. Или вы уже понимаете, что вы менять уже ничего не сможете, и вы хлопнете той дверью, и, может быть, там закроете его на гвоздик, эту дверь, да, или на защелку. Да. Поэтому здесь это будет происходить, скорее всего, из-за какой-то вспышки, хотя огня здесь немного, здесь Овен есть огонь. Но вот именно будет какая-то терпение лопнуло, да, или гнев, да, будет. Вот именно в этом плане будет, в этом контексте будет проблемка, да, как говорится.
Немножко такой, как предупреждающий, поэтому если вы не хотите навредить отношениям, может быть, вам надо сделать паузу в отношениях, или побыть не вместе, или побыть на седативчиках каких-то, да, например, да, или попить чая с ромашечкой, или еще с чем-то, с валерьяночкой. Но, тем не менее, чем вы будете мягче в отношениях, и с властью в том числе, власть тоже может быть для вас, государственная власть, стать тем источником, который поменяет вашу жизнь. Поэтому вам нужно быть аккуратными со всеми государственными службами, и власть имущими, и властными структурами. То есть сила, мужчина, власть, жесткость может серьезно изменить вашу жизнь и навсегда поставить точку в вашем счастье, или наоборот поменять отношение к отношениям и себе в этих отношениях. Следующий знак зодиака Девы. Ух ты, что у нас Девы? Куда это они спешат? Девы, куда вы спешите? Кстати, я Дева, а куда я спешу? А я знаю, куда я спешу, я уже не спешу. Давайте посмотрим Девы. Девы, дьявол. Тройка кубков, хорошая карта. И сила. Девы. Смотрите. Вас ждет решение, позитивное решение. Вы будете радоваться на самом деле. И вы это решение ждали как минимум 3 месяца. Может больше, может 8 месяцев. Да? Может быть что-то среднее между тройкой и восьмеркой. Да? Может быть между 15 и 3, 18 пополам, может 9 месяцев. То есть вы в течение года что-то ждали. И вы договаривались с кем-то, и оно у вас не получалось. Но вам это нужно сделать. Это какой-то либо документ, либо какая-то цель у вас стояла. И она у вас уже, знаете, как горела, эта цель. Она вам уже, знаете, как, извините, пятки горели от этой цели. И вы прилагали очень много силы. Вы потратили силы, эмоций много потратили. Может, даже своего здоровья. Так вот, у вас в следующем месяце наконец-то выгорает это дело, получается, и вы просто пляшете от счастья, идете, я не знаю, или в ресторан, или в кафе, или на дискотеку, или просто танцуете от счастья на Майдані, да, наприклад, це добре. И вы просто наконец-то все ваши силы, направленные на решение какого-то вопроса, который стоил вам очень много, очень дорого, вы отпразднуете это и будете плясать, прыгать от счастья и радоваться. То есть, в целом, если сократить все до минимума, да, ваши приложенные силы дадут вам тот результат, на который вы рассчитывали на протяжении, возможно, целого года, но минимум 3 месяцев. И вы достигнете того, что зависело даже не только от всех ваших сил, но и вообще от всех темных и светлых сил вместе взятых. То есть у вас, вы превозмогете себя и станцуете от счастья, от своего успеха в том деле, которое не давало вам покоя минимум 3 месяца, а может быть и год. Следующий знак зодиака, он сегодня у нас закрывает наш расклад, это знак Весы. Давайте посмотрим, что вас ждет. И девы, еще хочу вернуться к девам. Девы, вы сможете выполнить задачу дьявола и переиграть самого дьявола. Девы, вас ждет хорошее решение спора между 2 женщинами. Решение вопроса с деньгами, особенно если этот вопрос связан с судами какими-то. Возможно, возвращение долга или компенсации потерь материальных. Налаживание ситуации в работе и в здоровье. Ментальное исцеление. Успешная операция. И решение вопросов, проблемных вопросов 2 женщин, дочери и матери, матери и детей, которые связаны с законом, и решение какой-то сложной тупиковой ситуации, которая связана с деньгами, детьми, законом, оружием, властью,
контролем и структурами, которые имеют отношение к силовым структурам. То есть девятка мечей, королева пентаклей центральная у нас карта, это результат позитивный. А здесь урегулирование по королеве мечей, и оно законное. А это выход из тупиковой ситуации. Поэтому вы выйдете из тупиковой ситуации, которая связана с женщинами, между женщинами, деньгами, здоровьем, детьми и конфликтами власти и законом. Также это и выздоровление, чего желаю вне зависимости от того, какой знак зодіака ви сьогодні на этом розкладі. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємося, буде добре. Па-па.